Добрый день! Сегодня мы в таком интересном месте, как Пицунский заповедник. Так получилось, что на 8 марта мы решили приехать в Абхазию. Тишина, людей нет вообще. Март месяц, начало. Погода 8-10. Солнышко то светит, то нет. С гор постоянно накатывают тучки. И бывает довольно прохладная зябка. В некоторых местах, особенно вот здесь, на мысе, еще и ветер прохладный. Поэтому сидеть не очень комфортно. Дальше, если зайти в бухту, там этого ветра нет. И сидеть на берегу более комфортно, соответственно. Тут какая-то такая смесь между СССР и Таиландом. С одной стороны, вы можете встретить, наверное, потрясающие места, полупустынные. Да, я понимаю, сейчас март месяц, сейчас практически здесь никого нету, абсолютно пустынные пляжи, тут как бы заниматься нечем для обычных отдыхающих, но, честно говоря, есть чем заниматься. Если я скажу, что я практически влюбился в это место, я вам ничего не скажу. Потому что здесь есть то, что я люблю больше всего. Это природа. Пицунский заповедник, как мне кажется, для меня идеальное место для прогулок, таких, наверное, ежедневных. Если бы я жил, я бы, наверное, тут каждый день гулял. Сам заповедник разделен, получается, на несколько секций, которые разделены вот дорогами или там проходами, проездами к отелям. Отели тут в таком очень полузаброшенном состоянии, то есть вроде бы они есть. Вообще, как мне кажется, Абхазия это такой очень недооцененный актив с туристической точки зрения. То есть у нас вот Сириус, допустим, как актив туристический, он очень развивается сильно, хорошо, это красиво, но там есть большой минус. На побережье слишком плотная застройка, а тут огромные, просто какие-то неимоверно огромные пролеты, такие необжитые, без инфраструктуры, без ничего, такое полудико, и в этом его прелесть. Я начинаю вспоминать, когда-то в детстве я очень много провел времени под Новороссийском, в районе Абрау-Дюрсо, там Южная Озереевка и так далее. И вот он мне чем-то этим напомнил. Наверное, прежде всего, потому что это были советские годы, и при Советском Союзе была примерно такая же инфраструктура. В некоторых местах, когда вы будете идти по берегу, вы будете натыкаться на заборы. Это заборы начала и конца отделений этого Пицунского заповедника. Они абсолютно все открытые, никаких проблем нету. Зашли, тут ни замочков, ничего. Открыли, вышли и пошли гулять дальше. С другой стороны, у вас это обычная застройка городского типа. Конечно, она в таком состоянии, трудно вообще назвать это красотой. Так вот случилось. Исторически оно вот такое. Дальше там есть девятиэтажки, они вообще в ужасном состоянии, конечно. Я понимаю прекрасно местное население, которое активно сопротивляется экспансии финансовой из других каких-то источников, с других стран. Просто потому, что это место при том типе бизнеса, который у нас ведется в туристической сфере, оно рискует стать саркофагом для этой красоты. Для природной красоты прежде всего. А, наверное, любить свою страну, это прежде всего не любить мосты красивые, не знаю, там дома новые, там многоэтажные. Это любить природу своей страны. И вот в этом плане абхазы, конечно, могут дать 100 в гору любым людям, потому что по красоте Пицунда, наверное, стала моим любимым местом. Я сюда буду приезжать. Вот я думал, что домик Волконки, в котором я провел несколько своих прекрасных, наверное, отпусков, он теперь у меня на втором месте после Пицунды. И мне главное теперь здесь найти более-менее адекватный такой домик частный, изолированный от всего остального, чтобы я туда приезжал и чувствовал себя как дома. А я это найду. Когда мы заехали в Абхазию, мы сначала проехали через Гагры, я очень быстро вспомнил это место. Когда-то 20-25 лет назад я здесь был со съемочной группой, мы снимали здесь большой материал о показе мод в Новоафонских пещерах. После этого мы проехали дальше и попали непосредственно в Пицунду. Древнее название этого места Питиунд. Прямо в сердце этого маленького города находится городище старой крепости Питиунд. Оно сейчас в таком полузаброшенном состоянии. Здесь в основном собаки бегают, и иногда коровы пасутся. Вокруг находится небольшой парк и вот практически городская застройка сразу же. На уровне, наверное, метров 4 или 5 от дороги. Удивительно, но этника абхазского народа это такая, наверное, все еще тайна. Есть несколько вообще больших версий
того, как же возник абхазский народ. Первая версия – это то, что он был изначально здесь, со времен еще ледникового периода сюда пришли, организовались большие группы, которые впоследствии расселились по всей Большой Адыгее, соответственно, и языковая форма у них осталась идентичная. То есть на сегодняшний момент абадзехи и абхазы – это одна единая языковая группа. Ну, вообще, это одна единая этническая группа. За тем исключением, разницей, что в момент активной экспансии сюда на Кавказ ислама абадзины стали мусульманами, а абхазы проявили такую непоколебимость, наверное, веры, потому что они очень сильно держались за вот тот факт, что христианство сюда пришло одно из вообще практически первых. По легендам, Андрей Первозванный был именно тем человеком, который и основал здесь то самое христианство, которое мы имеем, монофизитское. Здесь, именно в Пицунде, на территории главного вот храма, который сейчас стоит, который в 70-е годы был переделан в органный зал, осталась часть основания первого храма, который датируется II веком, II-IV веком. Комплекс достаточно большой, такое двоякое ощущение. Не совсем понятно, вообще ухаживают за ним или нет. Травка подстриженная там дальше, прямо перед ним. Вроде бы все ухожено, но вокруг кафешки, рестораны в каком-то руинном состоянии. Создает такое впечатление, что вы где-то вот в месте, в котором недавно произошло землетрясение, например. Кстати, интересный факт заключается в том, что во время первого собора христианского, вот этого великого, абхазский епископ был его участником. Его специально пригласили на первый вообще христианский собор. Ну, представьте, что это V век. Первые представители огромного мирового сообщества на тот момент, потому что мир-то он тот, который мы знаем, да, христианский, он был фактически вокруг Византии весь сконцентрирован. Это были греки, это были сирийцы, это были фактически абхазы, это были византийцы. В разное время здесь были экспансии разных культурных слоев. Кровавые войны с персами, которые много-много времени уделили на то, чтобы покорить абхазский народ, и у них ничего не получилось. Ну, это такие 300 спартанцев, более локальные, но это такие 300 спартанцев. Несколько тысяч человек просто объединились вокруг одного маленького города и очень долго охраняли его и не поддались огромному персидскому давлению. Вот если бы был хороший режиссер, об этом надо, наверное, снимать фильм. Про абадзехов очень интересная история. Когда-то, лет, наверное, 10 назад, мои друзья увлеклись рафтингом. И мы начали активно ездить вот на рафтинг на реку Белую, которая находится в Адыгее. И в одной из такой поездок я познакомился с человеком в деревне Хамышки. Это недалеко от Гузерипля, который оказался из моего родного города. И он меня пригласил себе в гости. А у него одна комната была, это собственный был музей. И у нас было не очень много времени, но за эти полчаса он мне поведал историю о абадзехах и далее о черкес-агаях. Вообще история возникновения черкес-агаев для меня была всегда таким знаковым событием, потому что это черкес-агаи основали мой родной город. Так оказалось, что абадзехи были фактически прото-черкес-агаями. В определенный момент истории часть армянских конных всадников попадает на территорию жителей абадзехов. Они соединяются в общем порыве страсти, так сказать. И так получилось, что вплоть до 18 века они жили на территории абадзехов. Но они не приняли при этом ислам. То есть они были абадзехами, но не приняли ислам. И в момент активной экспансии уже тогда Турции на этот регион, они начали переселяться севернее, к берегам реки Кубань. И они основали несколько маленьких городов. Один из этих городов – город Армавир, который носит точно такое же название, как древний город в Армении. Фактически, генетически, как они утверждают, абадзехи, абхазы, черкес-агаи – это единый народ. Теперь место, в котором я нахожусь, это национальный Пицунский заповедник. Огромные вот эти сосны реликтовые, они цепляются каким-то немыслимым образом за край земли, который примыкает к пляжам своими корнями. Куда бы вы ни пришли в заповедники, здесь будут очень комфортные такие прогулочные дорожки. В некоторых местах можно взять на прокат велосипеды и по этим дорожкам кататься. Дорожки в некоторых случаях даже асфальтированные. Второе – это вот воздух. Вы же в лесу и одновременно слышите звук моря. Я такой конфигурации высоких хвойных деревьев и моря, видел, по-моему, только в Крыму. Больше у нас вот нигде оно не попадается. Обратил внимание на вещь, что самые старые деревья, заповедники,
ну, самые высокие, большие, толстые, молодняк нет, помечены металлическими бирками. То есть каждое конкретное дерево занесено, пронумеровано и охраняется законом. Так что будьте внимательны и осторожны, ни в коем случае не наносите вред местной природе, ни в коем случае. Пока вы будете здесь гулять, здесь растет такой мелкий кустарничек зеленый, чем-то на самшит похож. На этом кустарничке встречаются маленькие красные ягоды. У нас население любит эксперименты с собственным сознанием, поэтому я вам крайне не рекомендую их пробовать. У меня был случай, когда мой друг в Красной Поляне решил отведать всего явства. Вот, попробовал, по-моему, 1 или 2 ягодки, очнулся через 3 дня в реанимации. Говорит, ну он как-то своим ходом успел дойти до чего-то. Он говорит, я не знаю, мне как-то стало плоховато. Каким образом я попал дальше в больницу, я не знаю. В летнее время здесь праздно гуляющих гораздо больше. Потому что, с одной стороны, у меня вот сзади море, оно огорожено вроде бы какой-то там сеточкой, но в этой сеточке есть постоянные прорехи, люди будут сюда попадать, никаких проблем нету. То есть ты отдыхаешь на пляже, сюда пришел, прогулялся в тенек. Это очень комфортно. Второе, когда вы гуляете, везде по дорожкам у вас есть ответвление вправо, влево. Вы всегда для себя можете придумать какой-то новый маршрут. Когда здесь будете прогуливаться по роще, обращайте внимание на указатели. Я совершенно случайно, пока вот бродил, с вами разговаривал, наткнулся на остатки храма VI века. Двуапсидная базилика, остался практически фундамент и небольшой кусочек самой постройки, ну, наверное, метр. Вообще, здесь регулярно ведутся раскопки. Они велись еще начиная с 60-х годов в районе Пятиунда, крепостного вала. Когда я был в музее, я видел, что одна из последних экспедиций по раскопкам была в 22-23 году. То есть здесь идет постоянная историческая работа. К сожалению, нет глобальных раскопок. Это какие-то маленькие такие локальные. Ну вот, допустим, Пятиунд был раскопан, ну, наверное, процентов, я так думаю, на 20. Потом это все законсервировалось, и сейчас я видел видео в интернете, там просто пасутся коровы. Я надеюсь, что так как сегодня вообще ведется довольно продуктивная работа в отношении взаимосвязи между Абхазией и Россией, что мы скоро увидим такие действительно глобальные работы в этом направлении. Пицунда – это поселок городского типа. Он небольшой, население всего 5000 человек. Вот я сейчас иду просто по направлению к морю, вы видите сзади меня такие, это стройка. Основную часть строительных работ здесь выполняют ребята из Узбекистана. Их здесь очень много. Наверное, на каждого местного жителя я видел как минимум одного рабочего. Вообще, если говорить о количестве абхазов, их в Абхазии вообще проживает около 120 тысяч. Если говорить о абадзехах, их гораздо меньше, там от 40 до 60, я думаю, ближе к 40. Далее, если брать фактически восточное Черноморье, абадзехов еще проживает и абхазов около 600 тысяч. И причем большая часть проживает на территории от Грузии и в Турции в том числе. В межсезонье здесь нет практически никого. Из отдыхающих основная часть это экскурсанты. Они приезжают, соответственно, в храм, посмотреть на орган, музей посетить. Общая протяженность пляжной линии составляет 210 километров. Вы думаете, это немного? Давайте так скажем. В Российской Федерации по Черному морю пляжная линия составляет чуть более 400 километров. То есть практически половина. И при этом здесь гораздо мягче климат. Он гораздо мягче здесь, чем даже в том же Адлере. Сами абхазы иногда называют Абхазию Апсны. У нас в больших сетях продается вино Апсны. Там у них фирменные вина Лхны, Апсны, Анакопия. Я не пью. Я когда-то здесь снимал большой материал, работая на телевидении, и я это вино пробовал, я тогда выпивал алкоголь, и мы тогда там, по-моему, с министром туризма и с человеком, который открыл Новоафонские пещеры, мы тогда выпивали за столом одним местные вина, дегустировали, вот у меня какие-то остались такие приятные очень впечатления и воспоминания. Помните эту древнюю легенду о Золотом Руне, которую так активно педалировали греки? Рассказывается история о Ясоне, который приплыл сюда на берега Колхиды, искал золотое руно. Что же это было на самом деле? Золотодобыча в этих местах велась испокон веков. Колхидские цари
активно занимались этим. Практически весь доход шел государства, естественно, в частном секторе испокон веков. Многие столетия и тысячелетия черные золотоискатели, здесь это такой был прям вид бизнеса. Как раньше добывалось все это? Брали шкуру овцы, кидали в горную речку, высоко там в горах, прижимали камнями и оставляли на какое-то время. Ну, обычно довольно надолго. Шерсть овцы имела свойство задерживать мелкую дисперсию золота и, соответственно, его накапливать. Ну, если надолго оставить и в хорошей речке, знать это место, где есть довольно большие скопления золота, золотого песка, то рано или поздно эта шкура насытится этими золотыми микроскопическими, ну, назовем это слитками, но это вообще песок. Естественно, у кого-то когда-то получилось собрать очень много этого песка. Может, кто-то просто забыл эту шкуру и оставил на долгие годы. В итоге оно стало золотым. Сейчас это немножко по-другому. Так как крупных, даже средних артелей официальных здесь не существует, но золото все равно моют. Моют в частном порядке. Я немножко погружен был в эту тему. Мне было просто интересно, как это происходит. В некоторых случаях люди на аккумуляторах ставят маленькие драги. Иногда сами накидывают материал, просеивают его. В некоторых случаях просто ставят поддончики с ковриками. На какое-то время забывают и уходят. Ну, конечно, сейчас объемы добычи не такие большие. Но люди все равно этим как занимались и 500 лет назад, и 100 лет назад, и сейчас этим занимаются. Естественно, в частном порядке, естественно, под черным флагом. Вдруг, если так получится, и вы попадете в горы здесь, в Абхазии, честно говоря, не только в Абхазии, Сочи, Адлера, Дагомыса, будете идти в горах где-то возле речки, увидите, аккуратненько стоят удочки, костерочек, а недалеко в воде стоит какой-то такой деревянный ящик. Мой вам совет: ноги в руки и очень быстро бегите оттуда. Это всегда было самым опасным, наверное, делом. За золото люди готовы были и убивать, и умирать, и чего только не было. Этим заниматься, естественно, нельзя, но кого это когда останавливало, так скажем. Мой вам совет: просто держитесь от таких вещей подальше. В Абхазии красивейшие горы. Добраться можно, конечно, туда и на чем угодно. Предоставляется масса джипинг-туров и прочего-прочего. Вот, мой сын машет. Вот. Но будьте крайне осторожны. Перед тем, как сюда приехать, я начал активно изучать это место, и мне было интересно, что же здесь надо посетить. Мне сказали, это вот храм с органным залом, это, соответственно, руины Петиунда и набережную. Думаю, ну, набережная. Первое, что я увидел на набережной, это дельфины. Я сидел, пил кофе и смотрел на море. Передо мной метрах, наверное, от 50 до 100 постоянно плавало штук в общей сложности 15 дельфинов. В одной стае было 6, потом там пара отдельно, и с другой стороны, там метрах в 300 еще там была какая-то часть. И они играли, бегали. Тут же рядом плавают рыбаки, которые что-то ловят. Тут же на волнах качаются утки и утята маленькие. Это такой маленький и заповедник одновременно, и еще для меня зоопарк. Только зоопарк, в котором нет стен и в которых нет таких вот злых животных ужасных. И поэтому, когда вы сюда приезжаете, уважайте это прежде всего. Вот уважайте и по-человечески к этому относитесь. Это очень веселые на самом деле ребята, потому что я не очень много общался, честно говоря, с местным населением. Шли передо мной пара парней, вот я с ними шутками перекинулся, они такие улыбчивые, веселые. На рынке я с людьми, там дедушка сидел какой-то, я у него спросил, вот он тоже так мне поулыбался. Место располагает для того, чтобы получать удовольствие от жизни, от природы, от чистого воздуха. Мне хочется, чтобы таких мест на земле было много. Чтобы у вас была возможность отключиться от всего и на пару дней взять и уехать в такое место и получить максимальное количество удовольствия от этой не дикой, облагороженной, но комфортной природы. Сюда можно добраться несколькими путями. Первый, естественно, на своей машине. Второе, это несколько типов поездов, даже есть электрички комфортабельные. Вы будете проезжать, соответственно, через границу, у вас будут проверять паспорта. Третий путь – это есть автобусы. Я знаю, что можно экскурсиями сюда ездить, никаких проблем. Отели разного типа. То есть вы можете снять какой-то сарай за условные 500 рублей в сутки. Вы можете взять достаточно приятный домик. В моем случае мы сняли хороший отель, называется Freedom. На втором этаже
довольно большой, где-то 5 на 5 метров бассейн с теплой водой, зимой очень комфортно. Мы пришли туда, поплавали, рядом буквально вышли, сразу же зашли в сауну, посидели, погрелись, поплавали, погрелись. 3 раза у нас этих моционов прошло, пришли в номер, легли, отдохнули, телевизор посмотрели, интернет бесплатный, рядом куча кафешек, ресторанчиков за вменяемые деньги. Единственное, что в некоторых случаях здесь ценник в ресторанчиках будет примерно такой же, как в Сочи. Все остальное гораздо дешевле. Если я каким-то образом смог сейчас вас уговорить бросить все свои дела на ближайшие выходные, купить билет на поезд и приехать сюда на 3-4 дня отдохнуть, я свою функцию выполнил. Если вы хотите, сделайте. Если вы сюда приедете летом, здесь будет, конечно, гораздо больше людей, но гораздо меньше, чем в Сочи и в Адлере. Слушайте, ну я люблю собирать такие истории. Сейчас на берегу наши туристки ходят, смеются, и рядом абхаз, мужик что-то убирает. Вообще видел этих женщин? Я говорю, что случилось? Только женщины могут ходить на рыбалку без ничего. Я говорю, в смысле? Ну ты представляешь, что они с утра встали, идут по берегу и рыбу собирают. Ну, говорит, дельфины утром гоняли рыбу и выкидывали на берег. Они взяли ее, пособирали. У них он полный пакет. Для тех, кто до конца досмотрел это видео, это бонус-трек такой. Те, кто приезжает в Пицунду, обратите большое внимание на район Лдза. Буквально сразу же за госдачей. Такой небольшой район прямо на берегу моря. Тут очень много частных маленьких отельчиков. Это, наверное, один из лучших пляжных районов Абхазии. Лес и очень благоустроенные места, беседочки, душевые прям на берегу, есть лежачки. Зайти сюда и отдыхать можно совершенно бесплатно. Тут есть и кафешки, и летние ресторанчики. Даже если будет пиковый сезон, здесь отдыхающих будет очень мало. Основная часть отдыхающих будут либо местные, либо те, кто знает этот вот как бы секретный район. Запомните, Лдза – это сами маленькие гостишки. Есть разного типа, есть большие каменные с бассейнами внутри и так далее. Очень хорошие. Есть маленькие частные и домики, какие угодно. Вы проходите вот этот парк, в общей сложности это 100 метров и сразу попадаете на море. То есть расстояние от домиков до моря, вот здесь вот эта дистанция, в среднем 100 метров. Они огорожены от основной части, там дорога маленькая идет. Такая очень комфортабельная, там машины не ездят, там просто асфальтированы. И вы попадаете вот в этот парк. Вообще для меня этот климатический пояс очень комфортный. С большим удовольствием хотел пожить на каком-нибудь таком побережье тепленьком месяца 3. Наверное, даже не летом, когда тут очень жарко, а везде жарко. А либо весной, либо осенью. Ничего страшного, я дожди переживу. Я люблю сидеть во время дождя на террасах и просто смотреть на волнующееся море. Недавно поступило такое предложение, мой товарищ приглашал меня вот так вот приехать на Кипр, пожить. Но для этого нужна финансовая подушка и как минимум месяца 3 свободного времени. Чтобы, во-первых, у вас были такие мечты, и во-вторых, чтобы у них был шанс сбыться. А для того, чтобы эти мечты появились, нужно себя брать и заставлять, бросать все дела и на 2-3 дня вырываться в такие прекрасные места. Любите жизнь. Она у вас одна, она очень короткая. И жизнь, наверное, тоже ответит вам взаимностью. Пока!